Каждый день по Мировому океану движется тысячи грузовых судов. Большинство людей никогда не задумываются об их существовании. Мы видим товары в магазинах, заказываем вещи через интернет, покупаем технику, продукты и одежду, но редко задаемся вопросом, как все это попало на другой конец планеты. А ведь практически каждая вещь вокруг нас хотя бы часть своего пути проделала по морю. Сейчас где-то в океане находятся десятки тысяч судов. Они перевозят нефть, автомобили, зерно, металлы и миллионы контейнеров с самыми разными товарами. И среди них есть настоящие гиганты. Корабли настолько огромные, что рядом с ними пассажирские лайнеры кажутся небольшими прогулочными судами. Но иногда даже эти морские исполины становятся жертвами стихии. После сильного шторма экипаж выходит на палубу и обнаруживает невероятную картину. Там, где еще вчера возвышались целые стены из контейнеров, теперь пустота. Десятки рядов исчезли. Иногда за борт уходит несколько десятков контейнеров, иногда сотни, а в редких случаях потери достигают тысячи и более. Но как такое вообще возможно? Как можно потерять тысячи тонн груза и не заметить этого заранее? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется заглянуть в мир, который большинство людей никогда не видит. Мир огромных контейнеровозов, жестоких океанских штормов и сил природы, способных уничтожить даже самые современные суда. История начинается еще в середине прошлого века. До появления контейнеров международная торговля выглядела совершенно иначе. Корабли перевозили тысячи отдельных ящиков, бочек, мешков и коробок. Каждую единицу груза приходилось загружать и разгружать вручную. Это занимало огромное количество времени. Работа могла продолжаться неделями. Любая ошибка приводила к задержкам. Грузы часто повреждались или терялись. Но затем появился человек по имени Малкольм Маклин. Он предложил простую идею. Что если помещать груз в стандартные металлические контейнеры одинакового размера? Идея казалась очевидной, но именно она изменила мировую экономику. Теперь контейнер можно было быстро перегружать между грузовиком, поездом и кораблем. Скорость перевозок выросла в разы, стоимость доставки резко снизилась. Торговля начала стремительно развиваться. С каждым десятилетием контейнеров становилось все больше, а вместе с ними росли и корабли. Если первые контейнеровозы перевозили несколько сотен контейнеров, то современные суда способны брать на борт более 20 тысяч. Чтобы понять масштаб, представьте себе поезд длиной более 100 километров. Примерно столько контейнеров может перевозить один современный контейнеровоз. Такие корабли являются настоящими чудесами инженерии. Их длина превышает 400 метров, ширина достигает 60 метров, высота сравнима с небоскребом. На их строительство уходят сотни миллионов долларов. Кажется, что подобные гиганты невозможно остановить. Но есть одна проблема. Они работают в самой опасной среде на планете – в океане. Для человека океан выглядит красиво и спокойно, но моряки знают совсем другую его сторону. В открытом море нет укрытий, нет возможности быстро уйти от шторма, нет безопасной гавани за ближайшим поворотом. Если на пути корабля возникает циклон, избежать встречи с ним удается далеко не всегда. Во время сильного шторма волны могут достигать высоты 20 метров, иногда еще больше. Представьте многотонную стену воды высотой с жилой дом. Теперь представьте, что таких волн тысячи, и каждая движется навстречу кораблю. Даже огромный контейнеровоз начинает выглядеть маленьким на фоне подобной стихии. Корабль поднимается на вершину волны, затем резко проваливается вниз. После этого его накрывает следующая волна. Этот процесс продолжается часами, иногда сутками. Каждый такой удар создает колоссальные нагрузки. Корпус судна изгибается, металлические конструкции скрипят. Контейнеры начинают испытывать огромные перегрузки. Многие удивляются, когда узнают, что корпус крупнейших кораблей способен изгибаться на несколько метров. Да, судно выглядит монолитным, но в действительности оно постоянно деформируется под действием волн. Именно поэтому инженеры проектируют корабли таким образом, чтобы они могли выдерживать подобные нагрузки. Однако контейнеры находятся сверху. Они оказываются в самой уязвимой части конструкции, особенно те, что расположены на верхних ярусах. А высота контейнерных штабелей может достигать 10 и более этажей. Представьте многоэтажный дом, установленный на качелях. Именно так выглядит контейнерная палуба во время шторма. Возникает логичный вопрос: почему контейнеры просто не приварят к кораблю? Ответ заключается в логистике. Каждый контейнер должен быстро загружаться и разгружаться в портах, поэтому используются специальные крепления.
Основным элементом являются твистлоки. Это металлические замки, соединяющие контейнеры между собой. Они рассчитаны на огромные нагрузки, но даже самые прочные системы имеют предел. Когда волны начинают раскачивать судно, нагрузка на крепление постоянно меняется. Металл испытывает растяжение, сжатие, скручивание, вибрации час за часом, иногда сутками подряд. В определенный момент один из элементов может разрушиться. На первый взгляд это кажется мелочью, но именно здесь начинается настоящая катастрофа. Представьте карточный домик. Если убрать одну карту из основания, конструкция теряет устойчивость. Примерно то же самое происходит с контейнерами. После разрушения одного крепления нагрузка переходит на соседние элементы. Они начинают работать на пределе возможностей. Затем ломается еще один элемент, потом еще один. Через несколько секунд запускается цепная реакция. Контейнеры начинают смещаться. Весь штабель теряет устойчивость. И десятки контейнеров одновременно падают за борт. Иногда экипаж даже не может ничего сделать. В условиях шторма выйти на палубу зачастую просто невозможно. Люди вынуждены наблюдать за происходящим через камеры или из безопасных помещений. Но штормы – это лишь часть проблемы. Существует явление, которое многие специалисты считают еще более опасным. Оно называется параметрической качкой. Для неподготовленного человека термин звучит сложно, но последствия очень просты и очень страшные. При определенном сочетании скорости судна и характеристик волн возникает резонанс. Корабль начинает раскачиваться все сильнее. Каждая новая волна увеличивает амплитуду движения. Через некоторое время судно может наклоняться на огромные углы. Представьте себе многотонный корабль, который внезапно кренится на 30 градусов. Для контейнеров это настоящий удар. В этот момент нагрузка на крепление возрастает многократно. Даже исправные конструкции могут не выдержать. Именно параметрическая качка стала причиной ряда самых известных происшествий в истории контейнерных перевозок. Однако иногда виновата не природа, иногда причина находится в документах. Каждый контейнер имеет официально заявленный вес. Эти данные используются при расчете загрузки судна. Компьютер определяет, где должен находиться каждый контейнер. Но если данные указаны неправильно, возникает серьезная проблема. Представьте, что контейнер весит 30 тонн, а в документах указано 20. Для компьютера это выглядит как совершенно безопасная загрузка. На практике нагрузка оказывается значительно выше. Когда подобных ошибок много, устойчивость всего судна начинает ухудшаться. Штабели контейнеров становятся менее надежными, а вероятность аварии возрастает. Именно поэтому современные правила требуют обязательной проверки массы контейнеров перед отправкой. Но даже это не гарантирует абсолютной безопасности, потому что океан всегда остается непредсказуемым. Именно поэтому каждый год море продолжает забирать контейнеры. Но самое удивительное начинается после того, как контейнер исчезает за бортом. Большинство людей представляют себе простую картину. Контейнер падает в воду и сразу тонет. На самом деле все гораздо интереснее. В зависимости от груза некоторые контейнеры способны держаться на поверхности достаточно долго, иногда часы, иногда дни, а в отдельных случаях даже недели. Представьте себе огромную металлическую коробку длиной 12 метров, которая свободно дрейфует посреди океана. Для крупных судов это не так опасно, но для яхт и небольших рыболовецких кораблей такой объект может стать смертельной ловушкой, особенно ночью. Контейнер находится очень низко над водой, его трудно заметить визуально, он плохо отражается на радарах, а столкновение даже на небольшой скорости способно пробить корпус небольшого судна. Со временем вода все же проникает внутрь. Контейнер становится тяжелее и постепенно уходит на дно. Но даже после этого история не заканчивается, потому что вместе с контейнером на дно отправляется его содержимое. А содержимое бывает самым неожиданным. Каждый день по морю перевозятся миллионы различных товаров. Одежда, телефоны, игрушки, автомобильные детали, мебель, батарейки, химикаты и даже живые животные. Поэтому последствия потери контейнера могут сильно различаться. Иногда океан получает несколько тонн пластиковых изделий,
иногда электронику. А иногда происходят настолько необычные случаи, что они становятся легендами. Одной из самых известных историй считается происшествие с игрушечными резиновыми уточками. В начале 90-х годов контейнер с почти 30 тысячами игрушек оказался в океане. Во время шторма контейнер был потерян. Казалось бы, обычный несчастный случай. Но дальше произошло нечто невероятное. Тысячи пластиковых игрушек начали путешествие по Мировому океану. Их находили на побережьях разных стран спустя годы после аварии. Некоторые преодолели тысячи километров. Ученые даже использовали данные об их перемещении для изучения океанических течений. Фактически, игрушки стали своеобразными научными приборами. Но далеко не все истории настолько безобидны. В другой известной аварии в океан попали тысячи пар спортивной обуви. Через некоторое время жители побережья начали находить совершенно новые кроссовки, которые волнами выбрасывало на берег. Многие не могли понять, откуда они взялись. Лишь позже выяснилось, что источником стали потерянные контейнеры. Подобные случаи происходили неоднократно. Океан выбрасывал на берег телевизоры, игрушки, предметы мебели, автомобильные детали, даже детали конструктора. Но есть и другая сторона проблемы – экологическая. Представьте себе тысячи контейнеров, лежащих на морском дне. Каждый из них постепенно разрушается, металл подвергается коррозии, груз начинает попадать в окружающую среду. Особенно опасны контейнеры с химическими веществами, аккумуляторами, промышленными материалами, пластиком. Даже если содержимое не является токсичным, оно может нанести серьезный ущерб экосистемам. Пластик распадается на микроскопические частицы. Морские животные принимают их за пищу. Эти частицы попадают в пищевую цепочку, а затем оказываются даже в организме человека. Поэтому потеря контейнеров давно стала не только экономической проблемой, но и экологической. Однако возникает вопрос: если проблема настолько серьезна, почему компании просто не делают крепления прочнее? Ответ не так прост. Каждое дополнительное усиление означает увеличение массы судна, а увеличение массы приводит к росту расходов на топливо. Кроме того, более сложные системы требуют большего времени при погрузке и разгрузке. Для индустрии, которая перевозит миллиарды тонн грузов ежегодно, даже небольшое снижение эффективности превращается в огромные расходы. Поэтому инженеры постоянно ищут баланс между безопасностью и экономикой. Сегодня на контейнеровозах используются сложные компьютерные системы. Они рассчитывают расположение каждого контейнера, учитывают его массу, размер, положение на судне, ожидаемую погоду, маршрут. Фактически перед каждым рейсом создается цифровая модель загрузки, но даже самые современные компьютеры не способны полностью контролировать океан. Природа по-прежнему остается главным фактором риска, особенно в последние годы. Некоторые исследователи отмечают, что экстремальные погодные явления становятся все более частыми, штормы усиливаются, волны становятся выше, а значит увеличиваются и нагрузки на суда. Именно поэтому крупнейшие судоходные компании вкладывают миллионы долларов в разработку новых технологий. Создаются более прочные контейнеры, улучшаются системы креплений, разрабатываются алгоритмы прогнозирования опасных условий. Появляются датчики, которые в режиме реального времени отслеживают нагрузки на контейнерные штабели. Но даже при всех этих мерах риск никогда не станет нулевым, потому что океан всегда способен преподнести сюрприз. Именно поэтому истории о потерянных контейнерах продолжают появляться снова и снова. Иногда это несколько коробок, иногда десятки контейнеров, а иногда целые секции груза стоимостью в миллионы долларов исчезают за одну ночь. И каждый такой случай напоминает нам об одной простой вещи. Несмотря на все достижения технологий, человек до сих пор не смог полностью подчинить себе природу. Мы строим гигантские корабли, создаем сложнейшие компьютеры, запускаем спутники, но когда посреди океана поднимаются многометровые волны, становится очевидно – настоящим хозяином морей по-прежнему остается стихия. Возможно, именно поэтому истории контейнеровозов так завораживают. Они показывают удивительное столкновение двух сил. С одной стороны, современные технологии, мировая торговля и инженерный гений. С другой – океан, который миллионы лет жил по собственным законам и не собирается их менять. И пока существует морская торговля, контейнеры будут пересекать океаны, а значит, время от времени море будет забирать часть этого груза себе.